Россияне распрощались с китайскими машинами и не хотят покупать их снова. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите на наш телеграм-канал. Когда китайские автомобили в немыслимых количествах хлынули на российский рынок несколько лет назад, автолюбители моментально разделились на два лагеря. Одни утверждают, что современные модели из Поднебесной уже ничем не уступают европейским и японским брендам. И как бы кто ни кривил нос сейчас, но в итоге все равно сядут за руль Chery, Geely или Havaila. Хоть и нехотя, но привыкнут и будут довольны. Другие же настаивали на противоположном сценарии. Да, от безысходности наши сограждане начнут массово пересаживаться на китайские автомобили, но быстро в них разочаруются и при первой же возможности вернутся к проверенным временем европейским и корейским машинам. Прошло 3 года, и теперь у нас наконец-то есть статистика, позволяющая разобраться в этом вопросе. Так что давайте посмотрим, готовы ли нынешние владельцы китайских автомобилей, выставляющие их на продажу, снова выбрать авто из КНР. Или же поездили и теперь мечтают забыть этот опыт как страшный сон. Что говорит статистика? Выяснилось, что большинство владельцев подержанных китайских машин при замене автомобиля стремятся пересесть на европейские бренды. Этот вариант лидирует во всех ценовых категориях. Так, среди тех, кто продает бюджетные модели из Китая, 39% хотели бы пересесть на европейскую машину с пробегом. В среднем сегменте этот показатель еще выше – 46%. А больше всего разочарования вызвал китайский люкс. 60% продавцов премиальных автомобилей из Китайской Народной Республики больше не хотят брать китайца, им подавать статусные машины, но уже из Европы. Этот факт наводит на закономерный вывод: смысла переплачивать за дорогую машину из Китая нет. Чем выше ценник, тем сильнее разочарование. Но это еще не все. Среди продавцов бюджетных китайских авто нашлась значительная группа тех, кто теперь хочет пересесть на Ладу или другую российскую машину. Таких 37%. В среднем сегменте 26% бывших владельцев китайцев теперь мечтают вернуться к японскому автопрому, а в премиальном сегменте таких уже 20%. Получается, что подавляющее большинство бывших владельцев китайского бизнес-класса рассматривают исключительно Mercedes и BMW. Еще 20% нацелены на Lexus, оставшиеся 20% все же готовы рассмотреть еще одного китайца или корейца. А как насчет владельцев, европейцев и японцев? Они готовы пересесть на китайца? Нет. Исследование показало, что продавцы европейских автомобилей планируют заменить их на другие европейские автомобили. Японцев меняют на японцев. Даже владельцы Лады и других отечественных машин в первую очередь рассматривают более свежие модели того же бренда. А если это невозможно, то приоритет остается за европейцами и японцами, и только потом уже за китайцами. Они, судя по всему, идут лишь 4-м номером в этом списке, а у некоторых вообще после автобуса и троллейбуса. Почему владельцы китайцев не хотят снова покупать китайцев? На мой взгляд, тут есть 3 ключевые причины. Причина номер 1 – обвальное падение цены на вторички. Покупая новый китайский автомобиль, ты словно подписываешь негласный контракт на покупку следующего китайца. Почему? Да потому что эти машины обесцениваются сильнее всех. Любая машина теряет в цене сразу после выезда из автосалона, это нормально. Но если Volkswagen или Toyota с пробегом можно продать относительно легко и без огромных потерь, то с китайцем ситуация другая. Чтобы его продать, приходится делать болезненную скидку или месяцами искать покупателя, который согласится на адекватную цену, а иногда его и вовсе не находится. Тогда остается либо сбросить цену до неприличия, либо смириться с долгим ожиданием. Честно говоря, я пока не встречал людей, которые целенаправленно искали бы поддержанный китайский автомобиль. Да, такие покупатели наверняка есть, но их явно в разы меньше, чем желающих приобрести поддержанный японец или немец. Причина номер 2 – досадные мелочи, портящие все впечатление. Сказать, что китайские автомобили сегодня плохи, было бы несправедливо. Времена Chery AMOLED давно прошли. И откровенно некачественных машин на российском рынке почти не осталось.
Но болезнь роста у китайцев все же присутствует. Например, у многих моделей мультимедийной системы живут своей жизнью. Руль начинает облезать через пару лет, а вариатор неожиданно начинает пинаться. Если бы такие машины продавались за 1,5 миллиона рублей, этим недостатком можно было бы простить многое. Но когда за них просят 2,5–3,5 миллиона, ожидания у людей совсем другие. Причина номер 3. Проблемы с запчастями и дорогой ремонт. Этот момент удивляет больше всего. Казалось бы, европейские и японские бренды официально не поставляют автомобили в Россию, а значит, с запчастями на них должны быть проблемы. Но нет. В 9 случаях из 10 комплектующие для Toyota или Volkswagen достать проще, чем запчасти для китайских моделей, которые возятся в страну совершенно легально. Более того, ценники на детали к китайцам порой шокируют. Например, литой диск для китайского кроссовера за 2,5 миллиона может стоить 50 тысяч рублей, а это на секундочку стоимость целого подержанного автомобиля. Какие же тогда ценники на запчасти для китайского бизнес-класса? А вы готовы снова купить китайца? Что думаете по этому поводу? Если у вас уже был опыт владения китайским автомобилем, повторили бы его снова? Ну и обещанная мною шутка. Мой сын тупил на всех уроках, но все изменилось, когда я купил натуральный сбор трав от китайцев и стал поить этим отваром сына перед школой. Теперь он тянет руку на каждом уроке, но правда, чтобы отпроситься в туалет. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.